Сегодня мы рассмотрим с вами один из самых основных зажимов, которыми страдают все люди на территории бывшего Советского Союза. Это горловой зажим. И данный ролик я буду строить так, как я это привык делать на своем обучении, так как я это привык делать при работе с людьми. То есть это будет основательно, от А до Я. Разбираем все причины, разбираем поэтапно, что к чему ведет, и в конце делаем уже практику, чтобы вы не просто как обезьяны повторяли «делай так, делай не так», а чтобы вы уже понимали, почему мы делаем это и что это вам даст. Также вы сможете убедиться, что другой взгляд на человека — это абсолютно что-то другое, действительно. И это на несколько порядков уже ушло вперед от всей науки, психологии и классически принятых методик. Вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр Российский. Погнали! Итак, друзья, горловой зажим. Откуда он вообще берется? Есть две причины главных образования горловых зажимов. И первая и вторая причина так или иначе связана с родителями. Первая причина образования — это когда твои родители тебя, можно сказать, затыкают. Не мешай, цыба, да? То есть ты, когда задаешь какие-то вопросы, интересуешься, или плачешь, или громко смеешься, в общем, создаешь им какой-то дискомфорт, и они тебя затыкают. А вторая причина связана опосредованно через родителей. То есть, когда тебя затыкают, страдает не только твой горловой зажим, страдает еще и как минимум зажим в животе. То есть, твоя социализация в обществе. И когда у тебя эта социализация уже нарушена, ты, например, где-то в школе или в садике, на каком-то выступлении, да, тебе говорят: расскажи стишок. И вот ты встаешь на эту табуретку, а у тебя уже измена. Измена, потому что у тебя в животе уже эти ограничения, уже эта неуверенность, уже это стеснение, которые тебе передали и навешали родители. И вот ты встаешь уже с неуверенностью того, что ты сейчас обосрешься. И действительно, обсираешься, только не в прямом смысле, а морально обсираешься. То есть ты забыл уже слова, или даже если преодолел себя, а голос дрожал, а на тебя пальцем показывали, тыкали. Или вот как у меня было, я стих рассказывал в школе, в каких-то начальных классах, а стих нелепый, какие-то про голубых журавлей и все такое. И все вокруг начали смеяться, потому что чушь рассказываю, да, а я принял на свой счет. И вот с тех пор, да, хрен ты меня на какой конкурс чтецов позовешь. То есть это работает именно так. Итого, первая причина, когда тебя затыкают родители. Вторая причина — это когда ты получил неприятный опыт в жизни. И вот эти две причины оставляют как шрам на горле. И ты мне можешь сказать: да хрен с ним, с этим конкурсом чтецов, с этими песнями, не собираюсь я петь, как-нибудь проживу и без песен, и без стишков. Но ты не понимаешь, что суть как раз таки горлового зажима заключается не в песнях, не в стихах и даже не в голосе и в речи. Горловой зажим — это такая штука, которая влияет на три основных направления. Есть психологическое направление горлового зажима, есть физическое направление горлового зажима и есть социальное направление. И сейчас мы все досконально из них разберем, и вы поймете, что это не просто какое-то стеснение или невозможность спеть или рассказать стишок. Это та штука, которая контролирует твою личность, контролирует твою жизнь. Вот есть у тебя горловой зажим. И как я сказал, есть уже три ограничения: физиологическое, психологическое и социальное. Вот физиологическое ограничение, что это такое? Физиологическое ограничение — это вот когда для того, что тебе что-то нужно сказать, ты для начала это проговариваешь через себя, внутри себя. Вот смотри, когда ты читаешь книгу, даже про себя, ты все равно ведешь пальцем или глазами и в голове проговариваешь вот это все, что ты читаешь. Но мало кто знает, что точно такая же история происходит и с твоими мыслями. То есть перед тем, как тебе что-то сказать, ты эти мысли, даже если ты просто подумал в голове, ты их горлом проговариваешь. Ты их проговариваешь на психоэмоциональном рефлексе. И это выглядит так, что ты 7 раз отмеряешь и так и не отрезаешь. То есть вот это постоянные сомнения, нет никакой спонтанности, нет никакого вот этого вот придумал и сделал. То есть у тебя с этим получается проблема, потому что мысли застревают, да, в горле, потому что они не только в голове, а они вот из-за этого психоэмоционального рефлекса, они застревают в горле. И то есть у меня, допустим, могу тоже на своем примере рассказать. Я перед тем, как куда-то позвонить раньше, я вот такой сразу же набираю, сижу и такой думаю: так, я скажу ему то, он мне скажет это, я скажу это, он это. А в итоге, звоню, и, естественно, получается все не так. Потому что, само собой, ты не можешь предугадать мысли наперед.
И еще такой момент, когда первые слова ты хочешь сказать, у тебя прям буквально вот как ком в горле, ты прям здравствуйте, то есть ты не можешь сказать, понимаешь, у тебя в прямом смысле и мысли застревают, и физиологически прям вот какой-то как барьер такой получается, как такая плотина, да. Вот это и есть физическое проявление горлового зажима. На психологическом уровне горловой зажим, он влияет на такой параметр, как волеизъявление. То есть горло и вот то, что ты делаешь им, это как раз является инструментом власти человека. То есть волеизъявление, да, это то, что ты хочешь передать миру, как-нибудь воздействовать на мир и так далее. Но если ты залезешь даже в словарь, то ты увидишь, что волеизъявление, его синоним слова «желание». И вот мы тут подходим к другому интересному моменту, что получается ты не можешь не только как-то управлять, командовать там другими или что-то, да, как-то управлять, ты не можешь даже управлять своей жизнью, потому что ты не понимаешь, что ты желаешь. А когда ты не понимаешь, что ты желаешь, в какую сторону идти вообще? То есть ты понимаешь, насколько глубинно действует зажим. И вот в том числе по этой причине ты спроси каждого там второго на улице, да, что ты хочешь, чего ты желаешь, он... Ну не знаю там. И даже вот дети, если вспомнить там, Ванечка, что ты хочешь? Ну я не знаю. Начинает, это уже человек с горловым зажимом. Он уже это мямлит, он уже вот это говорит, у него нет четкости и понимания. Потому что заблокировано волеизъявление, заблокировано желание. Еще психологически такой феномен есть у горлового зажима. То, что тебе становится как бы стыдно за другого человека. Объясняю, как это работает. Вот сидишь ты в кафе, разговариваешь с человеком, и тебе кажется, что тебя вокруг все слушают, потому что у тебя есть горловой зажим, и ты судишь мир по своим внутренним ощущениям, а ты психологически уже сломан. Ты шепчешь, ты пытаешься вот это здравствуйте, там, или даже с другом общаешься, как будто бы тебя все вокруг слушают. Конечно, можно перебарщивать, есть такие быдло-люди, которые там орут на все заведение. Но я говорю не про это, а именно про то нормальное мироощущение, когда ты не можешь сказать другому человеку, потому что тебе неуютно. Тебе кажется, что все тебя слушают, тебе кажется, что как-то вот ты слушаешься нелепо. И вот это очень часто, вот я заметил, ты проходишь с человеком рядом, да, а он не может себя вот вести гармонично и хорошо, потому что вот как раз таки ему как будто бы за тебя стыдно, а на самом деле ему стыдно за себя. Это вот такое вот отражение, да, отражение комплекса. И как видишь, то есть вопрос непосредственно не в том голосе, не в том, как ты говоришь, а вот в этой внутренней уверенности, то есть вот в этом самоощущении. И поэтому я говорю, друзья, что психики нет. Другой взгляд на человека, он работает через физику, влияя на ситуации, события в жизни. Ну вот зачем тебе бороться с неуверенностью, с этими какими-то конкретными тараканами? Ты так придешь к доктору, скажешь: доктор, вот я не могу, я сижу в заведении, мне кажется, что меня все слушают. И вы начнете разбирать эту ситуацию, как может быть в детстве когда-то что-то. А можно снять зажим, как я тебе сейчас говорю, и до свидания. Нет проблемы, нет конфликта, нет этого всего больше. И вот третье направление блокировки, социальная блокировка горлового зажима, она работает бессознательно. То есть вы знали, что, например, когда ты с другим человеком общаешься, то буквально там 15%, всего лишь 15% ты слышишь из непосредственно того, что он говорит. Какой-то процент ты слышишь из того, как он двигается. И основной упор ты понимаешь как раз таки от интонации и вот от этого вот бессознательного влияния голоса на тебя. Поэтому даже любой travel-блогер тебе подтвердит, что он не знает язык, но он прекрасно разговаривает с людьми, потому что люди понимают вот этот посыл, они понимают интонацию. Это вот как улыбка или оскал, это бессознательно. И вот смотри, где ты видел когда-либо сильного человека, но со слабым голосом? Сильного, я имею в виду уверенного в себе человека, но со слабым голосом. Либо наоборот, какого-то труса, такого законченного, слабенького человека, но при этом с сильным голосом. Ты такого не найдешь, потому что это константа. Сильный голос равно вот уверенный, бессознательным такой крепкий человек.
И гопники это прекрасно знают, потому что они нападают только на тех, кто мямлит. Тот, кто даст отпор, они никогда на них не нападают. То есть это вот животное проявление внутри нас. Это вот та самая коммуникабельность, открытость. То, как тебя люди воспринимают со стороны. Это вот даже такой пример Жириновского все знают. Ну это же по сути клоун, дурачок, да, абсолютный. Но из-за того, что вот он так владеет этим, у него нет горлового зажима, он так владеет вот это ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, что в принципе со стороны многие воспринимают так, что он даже побеждает. И то, что он прав, и то, что он вообще на коне. То есть потому что так действуют наши вот эти подсознательные рефлексы. А вот теперь, друзья, обернувшись на вот эту вот всю информацию, которую я вам уже сказал, вы понимаете, какую вообще ограниченность, какие ресурсы, какие запреты вешаются на вас только лишь одним вот этим вот горловым зажимом. Не говоря про то, что есть еще куча других, которые также влияют на вас. И теперь пойми, что когда ты это все снимешь, какой ты получаешь вообще ресурс, рывок к развитию. Сколько проблем отпадает автоматически. Как ты буквально становишься новой личностью. Сразу хочу предупредить, друзья, что на обучении я сперва даю технику Bluetooth. Но это как в сравнении, чтобы вам было понятно, это мы работаем на тракторе на обучении, а тут вам придется копать лопатой, да? Ну то есть примерно по эффективности то же самое. Достичь результата можно и лопатой, и трактором, дело лишь во времени и в количестве усилий. Но так как у нас сейчас выбора нету, вы не владеете, я буду учить вас так, как это вот возможно, как это доступно на данный момент. Итак, друзья, смотрите, подошли к самому интересному и важному. Сейчас будем снимать. Но для начала, перед тем, как снимать, я хочу, чтобы вы сейчас ощутили свое вот мироощущение. Вот возьмите прямо вот сейчас, вот скажите там, мама, папа, я хочу кушать. То есть скажите, как вы произносите слова. То есть ощутите вот это вот ваше отсутствие звонкости, ощутите ваш некий надрыв, что вам каждое слово дается с проблемой, да, что вам приходится как бы вот аж затрачивать силы для того, чтобы произнести каждое слово. И когда мы с вами закончим, вы сделаете второй контрольный замер и скажете какие-то слова. И вы ощутите, что у вас аж буквально вот так вот будет, знаешь, как пушка стрелять этими словами. То есть вы сможете громче, тише. Делать это не надрывом горла, вот именно связок, а вот просто пропускать громкость, сделать тише, громкость меньше и так далее. Все вот эти вот моменты, которые мы говорили, психологические, физиологические, социальные, ощутите их вот сейчас в себе. И потом будем сравнивать. Нас интересует, чтобы снять горловой зажим, ну, во-первых, где он находится, да? Он может захватывать все горло в том числе, но больше всего и чаще всего он любит садиться вот в эту ямку. Вот тут поближе сейчас сяду. Вот здесь вот есть ямка. В идеале, чем глубже этот колодец, тем ты сможешь громче и лучше говорить. Если у тебя горловой зажим, то у тебя там примерно вот так. То есть вот как я поднимаю и стена. Вот так же самое, если у тебя горловой зажим, то у тебя там нету ямки, даже намека нет на ямку. Ты, если не имеешь зажим, то ты должен палец, вот указательный, да, к примеру, засунуть на 2/3 фаланги туда под грудину. То есть, вот показываю, как это должно выглядеть. То есть ты должен вот так вот взять палец и суметь его просунуть. Видишь? Он должен туда зайти. Только не задуши себя, то есть не надо пихать туда в горло, вот под грудину. То есть твой вот этот крючок, он цепляется вот таким образом, и он заходит, как бы он давит вот под эту косточку вниз. То есть он не туда в горло давит, потому что ты начнешь кашлять. Он должен давить, наоборот, вот на ткани и туда, как будто бы ты хочешь вот этим крючком залезть себе вот сюда, в грудь, в сердце, да, вот туда, вовнутрь. И будьте внимательны. То есть, смотрите, когда вы так вот вы делаете крючок, да, ставите, то у вас вот эта косточка, получается, видите, да, она может на кадык начать давить, и вы будете кашлять, задыхаться, будете красные, и, ну, будет некомфортно. Поэтому, по сути, вам нужно как бы вот голову вот лучше всего вот немножечко так вот вперед нагнуть, тогда кадык как-то вот немного, ну, больше расстояния становится. Туда палец засовываете вот так примерно, да, голову держим, и начинаете 9 раз по часовой стрелке в одну сторону, 9 раз в другую. 9 именно, потому что число оборотов должно быть кратное 3. То есть, ну, 12 уже много, да, 6 мало, а 9 самое то. То есть 9 раз, да, берем палец, ставим и 1, 2, 3, вот так вот 9 раз делаем конкретно. И в обратную сторону тоже 9.
Это вот такая, можно сказать, предварительная обработка, то есть оно немножечко должно размяться. Дальше лучше переходить к тяжелой артиллерии. То есть вот этот палец, он как ни крути слабее, чем вот этот палец. И мы можем сделать, смотрите как, то есть вот этим пальцем тоже вот такое вот устройство, да, сожмите. И вот теперь вот так вот берем и вот этим вот силой этого пальца вот так вот залазим под грудину. И вот здесь уже не нужно 9 раз в одну, 9 в другую, а просто как бы попробуйте вот взять, надавить, и вот палец, он как такой, как раскаленный металл, а там как какое-то масло. И попробуйте его туда вот вогнать, немножко вот как вот установку вот эту буровую туда, в скважину, да, попробуйте вот. Можно делать легкие провороты, но вот буквально, по сути, вот этот вот по часовой против часовой не крутить прям вот так вот пальцем, а вот как будто бы хотите вот на месте, вот такую маленькую амплитудку, да, вот совсем маленькую. То есть пытайтесь, как будто это червячок, который пытается залезть в почву, и вот он пытается туда вот прокопать вот этот вот туннель. Вот то же самое, давайте пробуем. Пробуем. Вот, сели ровно, голову чуть-чуть нагнули, тогда станет легче, чуть-чуть вперед голову, и пошли. У меня, видите, у меня горлового зажима уже нету, и поэтому мне достаточно легко зайти, да, и все. У вас это будет, конечно же, не так, то есть у вас будет с сопротивлением идти, вы, скорее всего, будете кашлять практически там каждые пару секунд, да, потому что, ну, вы будете давить, а там сопротивление, оно будет, то есть такое. Но не переживайте, это абсолютно нормально, это, можно сказать, в пределах нормы. Водички попили и так далее. То есть делаем вот так, вот таким образом. Когда вы вот прокопали туда туннель, когда вы сделали, вот прокрутили, да, можете обычным щипком, обычными своими пальцами, вот эту область снаружи этого горла, да, вот получается, вы пытались залезть вовнутрь, вы разворошили почву определенную и всплыли из глубины вот эти зажимы, они немножко поднялись как бы наверх. И вам нужно теперь вот то, что всплыло, вот это вот напряжение, прям обычным вот щипком, вот таким проворотом, вот смотрите, примерно вот так вот. Оп, примерно вот схватили, 3-4 секунды держите крепко и немножечко вот проворот. То есть задача выщипать вот это вот по сути место. Аккуратненько, без фанатизма, то есть там 30 лет жили и ничего, были зажимом, а теперь вы хотите за один раз. Не надо вот этих вот гонок, все будет четко, главное поэтапно, постепенно. Все, когда вы чуть подвыщипали, опять можно засунуть вот этот вот палец вот туда вот в глубину. И он уже почувствуете, что еще лучше должен заходить. Угу. То есть я уже туда прям могу, сейчас кажется, что под душу залезть, вот аж туда вовнутрь. Все, у меня уже палец туда весь заходит целиком. Итак, друзья, смотрите, то есть, ну, может быть, на мне тяжело чуть показывать. Давайте вот я вам покажу, как на другом человеке, да, вам будет более нагляднее это все. Не важничай, типа, что ты там такая серьезная вся, так же, как я. То есть, быть обычным нормальным человеком, все сейчас мы сделаем в лучшем виде. То есть, вот смотрите. Вот нас интересует вот эта вот область, то есть область вот ключицы, да, вот вокруг вот так вот ключицы и немножечко вот сюда вот грудной клетки захватим. А здесь вот примерно вот так. Посмотри, пожалуйста, в камеру, да. То есть вот примерно вот эта вот область, вот такой вот кругляшок. Вот это вот вообще зона зажима. Но эпицентр всегда находится вот здесь, то есть вот под вот этой вот историей, внутри. Вы, когда будете снимать, главное, не делайте вот так, не туда давите, не вот в эту сторону, потому что тут у нас, все вот эти дыхательные пути, тут у нас кадык, только человека задушите. Не нужно так делать. То есть ваша задача делать крючок такой или такой, и вот, то есть ваша задача залезть пальцем вот под эту кость, то есть вот так вот она, не вот сюда, а вот вы пальчик поставили сначала вот сюда, чуть-чуть нагни, пожалуйста, голову вперед, да, вот так вот поставили. И вот здесь потихонечку, помаленечку начинаем идти. И палец постоянно как бы подгибая, мы хотим залезть под эту кость. Не туда напор, а вот сюда. Вот примерно мы берем. Вот это так и будет по-любому. Это побочный эффект, как ни крути. Когда делаешь сам себе, проще и легче вот контролировать вот это, чтобы не довести до вот этих кашлей, да, когда ты другому человеку, ты не можешь прочувствовать, но ничего страшного в том, что человек покашляет, нету. Угу. Вот так вот, аккуратненько, нормально.
Потому что вот здесь, видите, получается внешний уровень зажима практически поборот, а внутри там как бы как лед. То есть можно сразу же сказать вот что, ага, вот получается какой-то поверхностный вот такой вот уровень общения, поверхностные какие-то моменты, они более-менее легко даются, а более тяжелые ситуации, они дадутся уже с трудом, с натягом. И вот так вот работают зажимы в том числе. То есть вот ямка присутствует, то есть на процентов где-то 60-70 зажим снят. Но вот там вот внутри, в грудине, я чувствую, что там вот такое напряжение, как лед. Это значит, что там вот есть что добивать. Угу, вот. Молодец, умничка, ничего страшного. Даже слезы текут. Слезы текут. Кстати, да, будут такие проявления, как слезы текут. Они не только от того, что ты надавил, а просто вот как слезы, боль, обида. Так выходят вот эти вот зажатые эмоции, которые были непосредственно в этом месте. Еще вот здесь, как я вам говорил, да, щипком. Вот, то есть мы берем прям вот эту вот область и вот так вот щипаем. То есть вот один палец и другой взяли, зажали и щипаем. Давай как-то вот, может, вот таким образом. Вот мы взяли пальцы и вот под вот этой вот ямкой, да, вот сюда прям. Вот. 5 секунд примерно вот так вот давим и чуть-чуть проворачиваем. 5 секунд давим и чуть-чуть проворачиваем. Вот эту вот всю область вокруг мы так вот прощипываем. Отлично. На самом деле очень хорошие результаты, вот, видно, что человек, эти результаты человек сам себе сделал, и учитывая то, каким я знаю, какой был зажим и какая сейчас проработка результата, да, если бы, допустим, делал я, ясное дело, это было бы быстрее и качественнее, но учитывая, что человек это сделал самостоятельно, это, прекрасные результаты, просто прекрасные. Это из бича, из вот такой проблемы в жизни номер один, это уже, можно сказать, просто такая рядовая ситуация, как у всех, примерно так, да, такого рода. Чуть. Вот он, палец уже начинает топить, заходить реально за грудину. Смотрите уже, как глубоко. Жалко, что вот, наверное, на камере не видно, но вот уже зашел в 3 раза глубже, чем был изначально. Вот он. И вот уже видно, и колодец стал больше, и зажим проработался. То есть вот видите, даже на камере это все еще прекрасно видно. И, соответственно, все. Все стало лучше, стало, немножечко так. Вот. Да, то есть уже видно, что, то есть более глубинный такой уже пошел голос, не такой, уже вот немножко отсюда, из груди. То есть вот эта вот плотина, можно сказать, вот эта вот пломба, да, между грудью и вот горлом вот здесь, вот тут вот эта перегородка, вот его начинаем вот сейчас вот убирать. И когда ты убираешь, то ты начинаешь говорить отсюда, уже так легко и четко. И петь ты начинаешь отсюда. И все твои вот мысли не застревают, и они проходят хоп-хоп, от сердца прям и прошло, и через рот, все, сказала. Я думаю, что уже, если что, у вас будут вопросы, пишите, но мне кажется, я достаточно уже объяснил, что изначально лучше всего делать вот таким образом 9 раз в одну, 9 в другую, как разминка. Затем подключить вот этот вот сильный крючок, прямо его туда продвинуть и сделать. Потом общипать вот эту вот всю зону вокруг. И потом еще раз добить это все дело сильным крючком. И вот такую манипуляцию повторять по мере того, как у вас будет всплывать из глубины новый слой, как я рассказывал. Еще, друзья, считаю нужным осветить вот такой вот момент. То есть зажимы — это всегда боль, как ни крути, то есть всегда будет больно. Поэтому, когда вот вы щипаете, когда вы туда там пробиваетесь, это будет боль. И боль нормально. Но боль должна быть в пределах где-то до 5 баллов из 10. Если сильно большая боль, значит вы что-то делаете, слишком интенсивно. Сбавьте обороты. Боль должна быть где-то от 1 до 5. То есть где-то 3-5, вот так вот. Это раз момент. И вот второй момент. То есть вы проделали, например, сегодня зажим. Вы сняли его, вы вообще летаете, там громко говорите, уверены. И через час примерно хренакс начинает это все как бы сморщиваться немножко. Потому что вот эту область, которую вы сняли, она начнет отекать. Потому что, понимаете, ткани, когда они были долго в состоянии замертвевшем,
и их оживляют, они начинают как бы обратный процесс восстановления, а восстановление всегда происходит через некоторое воспаление, то есть через некоторое вот опухание. Поэтому это нормально, что ваше самочувствие опять чуть-чуть откатится, оно будет побаливать, может быть, пару дней, и вот в эти дни вам не нужно делать. То есть вы начинаете делать опять только тогда, когда вам опять не больно, вы можете пальцем тыкать и так далее. То есть поняли, да? Мы работаем только по неболящим тканям. Все, а если у вас пока что болит, значит вам нужно еще немножечко восстановиться. И вот теперь, вот видите, вот как, даже вот насколько у меня, да, это проработано, но когда ты сделаешь вот это, даже вот у меня немножко там голос усилился еще на 10%, а у вас, если был до этого зажим, то сейчас должно быть феноменальное усиление, то есть прям очень сильно значительное. Попробуйте что-то сказать, заново ощутить, как оно вот вылетает оттуда. И вы сможете понять вообще, в какую сторону будет вот эта легкость развиваться, в какую степень. Вот попробуйте такое вообразить, что вот вы зашли куда-то в магазин или там в гостиницу или куда-то там в кафе и говорите там: здравствуйте, там можно мне стол, пожалуйста, такой. Скажите это вот по-новому, новым своим вот этим вот образом, новым голосом. Не так, как вы вот подходите по-рабски, да, туда вот пощепетать, типа там: здравствуйте, можно мне? А вот, вот прям видите, как удаль появилась, удаль. И вот с этой удалью, не сдерживая себя, потому что, пойми, тебе только и навешали этот зажим, чтобы ты был рабом, чтобы ты был ниже вот, чтобы социум тебя съел. А теперь развернись, тебя раскрепостило, подойди к зеркалу: здравствуйте, там, я хочу то. Посмотри, как ты стал более гармонично выглядеть, как ты стал более качественно говорить, ты даже как-то проговариваешь лучше, как теперь ты можешь громкость варьировать не силой связок, то есть силой вот того, что ты этот поток можешь пускать воздуха более сильный одновременно, да? То есть у тебя было вот такое дупло зажатое, а теперь у тебя вот такая целая вот труба, и, конечно, в эту трубу больше залезет. И вот теперь, когда вы сделали, я вам могу рассказать один такой тест на то, как понять, сняли ли вы уже горловой зажим или нет. Есть такое одно простое упражнение. У человека, у которого есть зажим, оно для него кажется очень сильно нелепым, стыдным, и он не может это сделать. То есть я вот проверял на всех своих клиентах. Тот, у кого есть зажим, он не может это сделать. Суть заключается в том, только не пугайтесь, я сейчас вот скажу, даже, наверное, чуть пониже микрофон. Суть заключается в том, что ты должен вот сделать примерно вот то, что сейчас делаю я. Вот так примерно. Надеюсь, вас не оглушило. То есть это самый громкий звук, который может сделать человек. То есть это такой звук, что если ты стоишь вот здесь, а человек в 500 метрах от тебя, в поле даже где-то, ты сделая вот это как ультразвук такой, он услышит его, это как в трубу в рупор орать. Потому что это вот как раз такая подача концентрированная вот этого воздуха через трубу. Как бластер твой голосовой. И вот суть в том, что когда у тебя нету зажима, ты это легко делаешь, и тебе это даже кажется прикольным и уместным. А если у тебя есть зажим, ты, во-первых, физически это не можешь сделать, а во-вторых, тебе прям стыд, ты такой, я не могу, такой вот, знаешь, какой-то как ребеночек, ручкой вот так вот начинаешь делать, и такой, а я говорю: да говори давай, я говорю: у меня не получается. То есть начинаешь юлить, и включается прям субличность ребенка, то есть того возраста, когда тебе засадили вот этот вот шаблон, да, когда тебе засадили этот зажим. И вот по мере того, когда ты будешь прорабатывать, ты всегда должен вот это вот то есть пульсацию, удар, горлом удар. Понял, да? И, кстати, вот есть практическое применение этому всему. Вот представь, на тебя пару гопников напали где-то в подворотне, они тебе там что-то начинают, а ты вот просто ни с того ни с сего вот это вот во всю громкость. Я отвечаю, это 3, 4, 5 секунд будет просто онемение, потому что это настолько выбивается из шаблона того, что должно произойти, что у тебя будет миллион времени либо ударить, либо убежать, либо что-то. Потому что, почему я вас предупредил, типа, ребята, сейчас я буду делать, потому что если бы вас не предупредил, вас бы вот так вот передернуло, потому что это очень громко и очень неожиданно. И мало кто так вообще умеет делать. Поэтому это реально вот только так могут сделать только люди, вот у которых все в порядке и нету вот явно сильного посаженного горлового зажима. То есть, подводя итоги, друзья, смотрите, все вот эти моменты, которые мы говорили, психологические, физиологические, социальные, это не разновидности зажимов, а это проявление зажимов. То есть, понимаем, да, они все одновременно есть у вас. Что-то сильнее, что-то слабее. Когда вы снимаете этот зажим, вот эти все три проявления начинают рассасываться. И появляется ваше выражение
выражение себя, выражение своих мыслей, выражение своих чувств. Вы больше не начинаете вот это 7 раз отмерил и не могу отрезать. Вы становитесь спонтанны, вы становитесь легкие, вы становитесь уверенные. Когда вы заходите куда-то в кафе или куда-то, вас по-другому сразу воспринимают. То есть это все подсознательно работает. Это настолько важно и сильно, что, пожалуй, вот горловой зажим — это реально один из самых вот калечащих людей зажимы. И вот недаром, что вот в этом Советском Союзе, в котором настолько вот так вот душили личность, именно горловой зажим практически у каждого. Потому что вот больше всего, как можно искалечить человека, это забрать его голос, да, это забрать его вот эту вот силу. Горло — это не вишутка, как вам там рассказывают, это никакое не творчество, это чушь. Творчество — это выражение, это сублимация энергии сексуальности. А горло — это инстинкт власти, это волеизъявление, это наоборот, это другие вещи противоположные, да. То есть горло — это именно вот ты как личность, ты как свободный человек, ты как несгибаемая вот такая палка просто, которая даже силой своего горла может подавить любое нападение на себя, и даже мысли у людей не будет на тебя нападать, да, то есть это сразу же и защита своей личности, и защита себя, и свобода выражения, это бесценно. Поэтому, друзья, вот видите, что такое другой взгляд на человека, вы видите, как вот за буквально 5 минут манипуляций правильных, я вам как показал, вы сделали, и на глазах сразу же на процентов не знаю сколько, в зависимости от того, как у вас получилось, вы сразу стали другими, вы стали увереннее, сильнее, у вас рассасываются сразу же тараканы в голове, которые у вас были из-за этого зажима. И когда мы работаем вот с этой всей картой, с этим мышечным панцирем, работаем в правильном сочетании, да, потому что вот вы сделали горло, ну это как кусок мозаики, вырванный с потолка. Этого мало, просто само по себе. Горло ссылается на живот, потому что там социальная, сексуальная сфера, там обаяние. То есть получается, горло уже с животом, они как на одной веревочке. Если ты сделал горло, но не сделал живот, машинка как надо не поедет. А есть этих вот зон, штук 15 точно, которые все проработав дают сильнейший результат. И когда ты это вместе аккумулируешь, то ты буквально становишься новой личностью. Это без всякой эзотерики, без всякой шизы, без всякой какой-то выдумки, секты, без ничего. Это просто знание, просто концепция, просто вот закономерность. Если в теле есть, есть в голове. Работаешь с телом, из головы исчезает. Посмотрите отзывы. Посмотрите под комментарием, практически под каждым роликом моим, как люди пишут, что для них это перерождение. Для них это, они не понимают, как они раньше видели этот мир без этого. Другой взгляд на человека — это то, что сделало меня буквально даже вот из того, чем я ненавидел, да, из вот этого комплекса ходячего, сделало тем человеком, которым мне сейчас гармонично. Это тот я, которым я хотел жить, это тот я, которым я хотел быть и пил для этого алкоголь, чтобы хотя бы как-то приблизиться. А теперь я уже не пью несколько лет алкоголь, потому что мне это не надо, я чувствую себя так, как я хотел себя чувствовать. Зажимы — это не только вот горло, это, например, такие зоны, как в груди, где прячутся конкретные какие-то истории, боли, травмы, психологические удары. Это то, что когда ты ложишься спать и тебе говно в голову приходит, вот оно приходит как раз из тех зон в теле. Убираешь их оттуда, в психике начинает быть порядок, покой и так далее. Зажимы — это еще не просто психологическое состояние, это физиологические твои там тревожности, твои стрессы, это все там. Ну посмотрите, у меня есть на канале вот эти плейлисты, что такое стресс, как связано, зоны стресса, позы стресса, диафрагмы, все вот эти вот явления. Поэтому, друзья, тот, кто впечатлился, тот, кто почувствовал отклик, тот, кто почувствовал готовность, вот только те ребята, приходите обучаться ко мне, я вас научу этому всему. Вы будете и своей жизнью управлять, и близким поможете. И вообще, это начнется новый виток в вашей жизни. Кто не готов, пересматривайте плейлист другого взгляда на человека. Приобретите книгу, она там стоит копейки, 400 рублей. Приобретите книгу, прочтите, увидите это все в цельном формате, да, вот в цельном формате моей концепции. Когда будете вот готовы, когда вы уже вот захотите менять свою жизнь, вот тогда только приходите, да, и тогда вы получите качественный результат. Поделитесь этим роликом вот с другими друзьями, там, не знаю, знакомыми, тем, кто вам дорог, тем, кого вы хотите, чтобы вот как-то приоткрыть завесу, да, тот, кто готов. Все, будьте здоровы, друзья, берегите себя, пока.